Как вы поняли уже из названия ролика, сегодня речь пойдет о всех функциях камеры Google Pixel. Обычно в обзорах к данному смартфону, а в руках у меня Google Pixel 2, рассказывают только про его фотовозможности, какие замечательные фотографии он умеет делать или как он круто снимает видео, но мало кто, я по крайней мере вообще не видел, кто рассказывает о функциях и возможностях данной камеры, а конкретно приложении Google Камера. Поэтому я решил записать данный ролик. Рекомендую посмотреть его до конца, потому что то, какие функции я покажу, думаю, вы вряд ли встречали в любом другом смартфоне. Давайте начнем с быстрого запуска камеры. Чтобы запустить камеру Google Pixel, мне достаточно нажать 2 раза на клавишу блокировки. Смотрите, камера включилась. Это очень полезная функция. Допустим, я иду по улице, вижу какую-нибудь сцену, где мне нужно срочно сфотографировать. Обычно как? Достаешь телефон, разблокируешь его, ищешь иконку камеры. Тут же я пока вытаскиваю телефон из кармана, я уже нажимаю 2 раза на клавишу блокировки и фотографирую. Все происходит моментально, и это очень выручает. Также все фото и видеопримеры, которые я буду показывать в соответствующих режимах, вы сможете найти в описании. Я создам альбом Google Photos, кому интересно, смотрите. Давайте непосредственно перейдем к приложению, сейчас оно появится у вас на экране. Начнем с верхнего бара. Сверху мы видим меню, в котором мы можем переключаться между разделами приложения, но о них мы поговорим чуть попозже. Первое, что мы видим, это таймер. У нас возможен таймер на 3 либо 10 секунд. Следующее это живое фото, либо фото с движением. А как оно работает? У нас есть 3 режима, оно всегда выключено, всегда включено, либо автоматически, как у меня. Давайте покажу, как оно работает. Допустим, мы фотографируем какую-нибудь сцену, и у нас есть движущиеся объекты. Давайте, где будет моя рука. Вот я сделал фотографию. Перейдем в галерею. И мы можем посмотреть, нажимаем на движение «Включить», и мы можем посмотреть, что было до, либо после момента, когда мы сделали фотографию. Иногда получается очень прикольно. Это аналог такой Live Photos в iOS. Следующее, мы можем менять баланс белого. У нас есть в распоряжении следующие режимы, такие как облачно, солнечно, лампа дневного света и лампа накаливания. Зачем они нужны? Когда мы снимаем какую-нибудь сцену, и мы видим, что картинка на телефоне не соответствует действительности, что происходит на самом деле. И мы можем поэкспериментировать с балансом белого, поменять его на облачный, либо лампу дневного света, в каких условиях мы находимся. Но один раз в случаях это действительно иногда работает и пригождается. Следующее, мы можем включить вспышку, либо выключить ее, поставить на авторежим, чтобы телефон сам определял, нужна вспышка или нет. Какая еще функция доступна при обычной съемке? Например, мы снимаем какую-нибудь серию фоток, либо сцену, где нам нужно подготовиться, и, допустим, мы делаем фокус на каком-нибудь объекте, понижаем экспозицию, и мы можем поставить их на замочек. Тем самым, когда условия съемки будут меняться, фокус и выдержка у нас останутся неизменными, и мы получим красивую фотографию. Теперь давайте перейдем к передней камере. Я могу ее активировать, нажав на иконку соответствующую, либо же я могу вот так вот потрясти телефоном влево-вправо, и у меня будет переключаться режим. Иногда это пригождается, когда у меня, допустим, занята вторая рука, либо я не дотягиваю большим пальцем до нее. Здесь мы можем включить либо выключить ретушь. Тут это более женский режим. Также у нас доступен таймер, фото с движением, баланс белого, вспышка. Давайте покажу, как работает вспышка. Когда я включаю, у нас подсвечивается экран на максимальную яркость, и во время фотографии он еще светится еще более ярче. Первый режим, который нам доступен дополнительных, это замедленная съемка. На моем телефоне Google Pixel 2 у меня доступно 2 режима. Это съемка в 120 кадров в секунду, либо 240 кадров в секунду. Здесь я также могу менять баланс белого и включить либо выключить вспышку. Давайте перейдем к панораме. Доступно также 2 режима, это горизонтальная панорама и вертикальная панорама. Внутри каждой панорамы я еще могу менять положение своего телефона. Например, я могу снимать вертикально, либо же горизонтально. Давайте покажу, как она работает. Видите, у меня здесь точки показаны, как будто нужно вести вверх, но когда я начинаю съемку, они меняются, и я могу фотографировать в таком положении телефона. Давайте покажу, что еще можно сделать в панораме. В панораме я могу отменить предыдущий снимок, если он у меня не получился, либо он мне как-то не понравился. И сейчас я как-то задумался, в чем преимущество конкретно данного такого способа фотографирования по точкам перед плавным введением панорамы. Так это то, что как раз таки, если по каким-то причинам у нас не получилась фотография, нам что-то помешало, мы в любой момент можем отменить и вернуться к этой точке. У меня была такая ситуация, недавно мы ездили в Париж, я снимаю Триумфальную арку в одном из режимов панорамы, верчусь, а рядом стоят японцы и такие так на меня смотрят, что я мешаю фотографировать, потому что им кажется, что я их снимаю, в общем, что-то им не понравилось. Я думаю, ладно, отойду, запомнил, где я стою, отошел, подождал там 30 секунд, пока они уйдут, и возвратился к точке, где я стоял, и продолжил снимать панораму. То есть, если бы я снимал панораму непрерывную, как, допустим, на айфоне, мне пришлось бы делать все заново, а так я, можно сказать, сэкономил время. То же самое работает и в вертикальной панораме. Я могу снимать вертикально,
либо горизонтально. Это расширяет наши возможности в плане искусства, мы можем экспериментировать, делать разные фотографии. Следующий режим, мой любимый, это фотосфера. Здесь доступно 3 варианта. Фотография 360 градусов. Я снимаю все, что находится вокруг меня, и потом у меня получается фотография, как будто я присутствую в этом месте. Этот режим я использую для родственников, которые по каким-то причинам не могут посетить место, и я хочу передать всю атмосферу, как будто бы они там находятся. Также нам доступна горизонтальная фотосфера. Получается эффект такой широкоформатной фотографии. У нас есть круговая фотография. Чтобы ее сделать, нужно сделать определенное количество снимков, и у нас получится фотография, которую вы можете видеть где-нибудь рядом. Давайте перейдем к следующему режиму, портретному. Сейчас у меня нет человека, которому я могу продемонстрировать фронтальную камеру, поэтому покажу на передней. На передней, кстати, тоже можно делать селфи с баке. Давайте сейчас в лайве посмотрим, как оно работает. Как видите, все четко вырезал. В основном у нас есть фотография как с баке, так и без баке. Следующий режим — это дополненная реальность, так называемый AR по-английски. Чтобы нам его активировать, нам нужно дать понять телефону, где у нас находится поверхность, поэтому надо вот так вот повертеть. У меня режимов тут очень мало, потому что я большинство удалил. Знаете, один раз поиграешься и удаляешь, нам идти не надо. Вот один доступен как контентка такая. Обратите внимание, они отбрасывают тень, то есть в реале это вообще прикольно смотрится. Я сейчас верчусь, на экране телефона вы можете видеть, как оно выглядит. Вот можем приблизить, посмотреть на них. Мы можем также делать фото, либо видео, переключаясь между ними. Сейчас мы начнем драться. Перейдем к следующему режиму, это объектив, либо по-английски Google Lens. Что такое Google Lens? Это, можно сказать, Google Ассистент только для фотографий. Давайте покажу, что он может делать. Он может копировать текст, номера телефонов, адреса, либо любой другой текст, искать продукты какие-нибудь, похожие на что-то, определять растения и животных, находить книжки и любое другое видео по обложкам и сканировать штрих-коды с продуктов. Я вот тут подготовил фотографию. Давайте покажу вам на примере, как оно работает. Я хочу знать, что это за тигр, какая порода. Я нажимаю и узнаю, что это амурский тигр. Давайте покажу вам. Амурский тигр. Иногда реально пригождается, там идешь по городу, видишь какой-нибудь там достопримечательность, забыл, как называется, либо тебе интересно, достал и, знаете, как 50 на 50, сработает, не сработает, но иногда помогает. Давайте перейдем в настройки, посмотрим, что можно настраивать. Мы можем добавлять геотеги к фотографиям, то есть наше местоположение, где мы сфотографировали конкретную фотографию. Звуки камеры, это там затвор, не так важно. Жесты, какие есть жесты. Клавиши регулировки громкости мы можем настраивать, то есть вверх звук, либо вниз. Мы можем настроить на затвор, то есть сделать снимок, сделать зум, приблизить, либо отдалить, либо поменять громкость видео. Нажимаю стандартно на звук, и у меня происходит фотография. Действие при двойном нажатии. Мы можем изменить масштаб, либо переключить камеры. Я использую изменение масштаба, то есть когда мне надо приблизить фотографию 2 раза, я нажимаю 2 раза на экран, и у меня происходит двойной зум. Можно добавлять сетку к фотографиям. Сейчас у меня стоит золотое сечение, можно сделать 3 на 3, либо 4 на 4. Также можно регулировать разрешение при фото либо видео, разрешение панорам. Давайте перейдем к расширенным настройкам. Здесь у нас есть информация о загрязнении объектива, то есть когда наш объектив покрывается грязью, программа нам сообщает, что он загрязнен. Это реально работает. Также у нас есть значок HDR+ расширенный. Все фотографии, которые делаются по умолчанию в режиме HDR. Мы можем также включить расширенный HDR+. Если честно, разницу по качеству фотографий я не заметил. В обычном HDR+, фотки делаются моментально. Расширенным же они делаются не сразу. Перейдем дальше в настройках. Мы можем, как я уже говорил, менять разрешение фото или видео. Давайте покажу видео. Сейчас у меня стоит Full HD. Перейдем в видео. Я могу менять частоту кадров с 30 до 60. 60 у меня так все плавно. 30 уже не так плавно. Пожалуй, рассказал про все функции, все режимы, которые я хотел показать. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Если есть какие-нибудь мысли, вопросы, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Всем хорошего дня. Пока.